Итак, дорогие друзья, я приветствую вас. Сегодня у нас очередная встреча, очередной момент истины. Мы смотрим в будущее. Сегодня изучаем Израиль. Конечно, это хоть и маленькая, но очень значимая держава в нашем мире. И мы назовем этот эфир «Война снова», ибо в 23-м году Израилю опять придется пережить войну, смерть, напряжение, стагнацию. Так что вот такой вот важный эфир, несомненно. Поэтому давайте начинать. Итак, начнем, как всегда, немножко издалека, из создания и понимания общей атмосферы того, что происходит в мире. Я очень коротко напомню, что положение Юпитера и Сатурна, их циклов, опять совпало в 2000 году, в 2020 году. И сейчас развиваются события, подобно тому, как развивались в 1962-1963. И очень важно понимать, все, что тогда произошло, имеет большой шанс произойти сейчас. Вот. Но, конечно, изменился исторический фон, что очень сильно повлияет на результат, несомненно. Ну, например, вы знаете, что сейчас западная культура переживает очень серьезный кризис, когда элиты Запада приняли курс на уничтожение своего населения. Это мы знаем очень подробно. Мы об этом немножко позже поговорим. И вот на фоне всех этих событий происходят невероятные вещи по всему миру. Буквально весь мир находится в напряжении. И каждую карту, которую мы смотрим, мы видим какие-то столкновения, признаки какой-то деградации, сражений, уничтожений, смерти. Конечно, в очень интересное время живем, особенно для нас, для астрологов. Но между тем, давайте начнем говорить о Израиле. Итак, вот карта. Это карта на 14 мая 1948 года, около 16 часов. Такое время нам предложили наши зрители. Я проверил, посмотрел. Я сейчас вам покажу, почему я считаю, что карта достойная того, чтобы опираться именно на это время. Давайте по порядку проверим, так сказать. Итак, 1954-1964 год, период, в принципе, экономического роста. Все это время идет Махадаша, Лагнеши, Меркурия. То есть я к чему это говорю? К тому, что всегда Лагнеша имеет, основная планета, ведущая планета, всегда несет позитив. И здесь мы это видим, и это сразу указывает на то, что, возможно, карта верная. Вообще, сама карта достаточно сильная и достаточно, как это выразиться правильно, неспокойная, очень неспокойная. Но мы к описанию чуть-чуть позже подойдем. Дева у нас в Лагне, сильный Юпитер, в хорошей связи с Венерой, много других подробностей. Ну, давайте постепенно рассмотрим. 56-й год, Суэцкий кризис, который, в принципе, позитивно отразился на Израиле, получил свободного доступа к этому каналу, потому что это происходило именно в Махадашу Лагнеши. 1965-67 экономический спад. У нас под период Раху, обратите внимание, Раху в 8-м доме, напряженное состояние. Очень, тем более, что Раху управляет 6-м, значит, внимание обращаем на Раху. Смотрим дальше, 1967, шестидневная война, период тот же, Меркурий, Раху. Раху управитель 6-го в 8-м, управитель 6-го в D9, в 8-м, что самое неприятное, в карте D30. Очень много указаний на то, что в период Раху, в подпериод Раху могут быть войны. Фиксируем этот момент, идем дальше. 1967-1970, так называемая война на истощение, период Меркурий-Раху, а потом Меркурий-Юпитер. Юпитер у нас управитель 7-го, то есть войны и мира в основной карте. Точно так же он управитель 7-го в карте D9, в карте прошлого. И, наконец, находится в 6-м, в Духстане, в D30. Чудесно. Пока отражается полностью картина, идем дальше. 1973, война судного дня. Период Кету управляет 3-й, то есть границы, находится в D30 в 8-м, то есть также в Духстане, что обещает проблемы в периоды Кету. Фиксируем это. 73-77 стагнация, Махадаша Кету,
Ну, о нем мы уже сказали, о том, что планета, которая находится в двухстане в D30, по определению приносит проблемы. Дальше смотрим, 1982. Ливанская война, период Венера-Юпитер. Внимание, Венера-Юпитер. То есть Юпитер как управитель дома войны, дома мира. В том положении, в котором он находится, а он аспектирует 8 и 12, совершенно их активизирует, совершенно таким образом активизирует Раху, тем более, что Юпитер находится под аспектом Раху, по которому мы тоже говорили. То есть Юпитер становится также агрессивным в свой период. Дальше, 990. Массовая репатриация из СССР. Период тот же, Венера-Юпитер. Управляет 4-м, то есть внутреннее состояние. И 7-м, отношения и обмен с внешним видом, с внешним миром. Интересный очень показатель. То есть получается, Юпитер не только может быть источником войны, но также источником репатриации, или точнее перемещений в одну или в другую сторону, из-за границы или за границу. Хорошо, идем дальше. 1994. Израильско-Иорданский мирный договор. Венера-Сатурн. Сатурн, при том, что он управляет 6-м, то есть конфликтами, но также управляет 5-м и делает его более сильным. То есть Сатурн — это та планета, которая разрешает проблемы. Фиксируем. 1996-1998. Замедление в плане экономики. Период Венера-Меркурий. Казалось бы, Меркурий Лагнеж должен быть позитив, но Меркурий в 12-м от Венеры, поэтому принимается понятие замедления в это время. Очень хорошо. Дальше, 2001-2002. Опять экономическое снижение. Период Солнце-Марс. Марс в 12-м доме. Это потери. Все понятно. 2003-2004. Напротив, экономический рост. Период Солнце-Сатурн. Солнце-Сатурн. Мы только что говорили о том, что Сатурн разрешает проблемы. И Солнце-Меркурий. Меркурий благоприятен, потому что он Лагнеж. Дальше идем. 2006. Вторая Ливанская война. Период Луна-Луна. Почему Луна дает такое значение? Вот здесь очень такой непростой момент. Видимо, потому что она находится с Сатурном. А в дробных картах, почти во всех, во многих дробных картах с Раху. То есть влияние Раху и Сатурна. То есть такое сложное состояние, неоднозначно, очень сложное для трактовки. Тоже фиксируем. Дальше. 20-й год нашего века, 21-й. Ковид. Это период Марс, про который мы говорили, что который несет много потерь, находится в 12-м и так далее. Управляет 8-м. И Кету. Кету становится источником. Планета, которая толкает эти события. Вообще, конечно, именно призрачные планеты являются всегда причиной или источником событий, связанных с заражением, с отравлением, с болезнями и так далее. В общем, из того перечня, что мы сейчас проговорили, ясно, что эта карта соответствует действительности. При этом для нас огромное значение сейчас имеют две планеты. Раху, потому что сейчас идет Махадаша Раху. И фиксируем, что Раху находится в 8-м доме. Он сильный, но достаточно жесткий. Это всегда будет нести напряжение. А поскольку он управляет еще и 6-м, это будет нести войну. И как следствие всего, что вокруг этого, это стагнация. И вторая у нас оригинальная и очень важная планета сейчас, это Юпитер, который также отвечает за вопрос войны, так как обменивается аспектами с Раху. И также отвечает за вопросы миграции, так как он связан с 4-м домом. Все, фиксируем это. Можно утверждать, что действительно это карта Израиля. И теперь мы можем приступить к описанию. Как обычно, давайте мы построим разговор именно так. Сделаем небольшое описание. Причем начнем с самого главного. Начнем с призвания. Как вы видите, карта интересная, очень противоречивая. Тем не менее, Луна находится в Раке, что означает, что это из прошлого или в прошлом нация наставника. Нация наставника, хотя не очень высокого уровня, потому что это все-таки не рыбы, а только рак. Но тем не менее, это нация наставника, которая пришла в этот мир исправлять свои ошибки. Внимание, обратите внимание, Раху находится в Овне. То есть этот народ приходит в этот мир для того, чтобы еще раз его изучить, еще раз его понять, потому что что-то внутри, в понимании этого мироздания неправильно. Идет как бы пересдача.
наставник возвращается в самое начало. Очень много нужно сделать, очень много всего испытать, перенести каких-то проблем, побед, подвиги совершить, чтобы по-новому опять стать наставником. Вот такое очень, очень интересное, очень важное предназначение. Удивительно. Никогда мы еще такой комбинации не встречали. Хотя что тут удивляться, это действительно значимая нация вот, для всего мира. Итак, призвание наставник, но который пришел сам на пересдачу, на изучение, на повторное изучение этого мира. Очень интересно. Идем дальше. Сатурн у нас находится в 11 доме, что обещает нам буквально долг перед предками, долг перед старшими. То есть государство, которое обретет силу через почитание своих предков, своего рода, своего прошлого. Все фиксируем. Дальше смотрим духовное предназначение. Неудивительно, что это Всевышний, но обратите внимание, очень много влияния Марса. То есть, скорее всего, это Всевышний в форме Нарасимхи. Да, в христианской традиции, возможно, это изображается как солнце, да, причем гневная форма солнца. Не знаю, насколько это соответствует самой традиции и ее источникам, но выглядит это в карте именно как Всевышний в таком гневливой форме. Для ведической культуры это Нарасимха, как это называется в культуре христианской или, скажем так, национальной, мне неведомо. Это, конечно, вы можете в комментариях описать, как на самом деле это называется. Но мне кажется интересным описание этого народа и предназначение, призвание и тех источников силы, которые он имеет в своем развитии, в своих перспективах. Что ж, теперь можно дать уже общее описание, общего характера. Мы видим, что Лагнеш Меркурий находится с Солнцем в 9 доме, то есть очень большой интерес к религии, философии, и очень большой фундамент там заложен. Тем не менее, Луна в 11. Луна сильная, собственная, это интерес психики людей заточен на прибыль и славу. Об этом нам говорит 11 дом. Кстати, учитывая, что там Сатурн, можно говорить о том, что там будет хорошая, большая, это будет богатая нация, но с некоторой задержкой. Сложно мне трактовать. Опять же, я не знаком с культурой этой, но думаю, тому, кто живет там или знаком с этой культурой, будет понятно, что это означает. Идем дальше. Юпитер создает Хамса Махапуруша йогу, то есть способность видеть и выделять главное среди прочего. Это очень такая замечательная йога, тем более, что Юпитер связан с Венерой, а это также означает, это два наставника, и способность понять суть, природу чего-то, того, что изучает, в данном случае это государство. Хорошо, более того, Венера и Юпитер управляют 9 и 7. Это такая мощная раджа-йога успеха именно в бизнесе, потому что играет 7 дом. Дальше. Марс в 12. Это значительные контакты с зарубежными, именно технологическими странами, потому что Марс показывает нам технологию прогресс. Очень интересно. Кету во 2 доме. Это фактически означает буквально очень напряженное отношение с ближайшими соседями, в коммуникации с ближайшими соседями, достаточная жесткость, иногда напротив мягкость, то есть нестабильность в отношениях с ближайшими соседями. Дальше. 11 дом как дом прибыли сильнее, чем 2 как дом доходов. Так? То есть это говорит о том, что в целом нация богатеет не когда выполняет какой-то чей-то заказ, а когда организует какой-то бизнес, какое-то дело, какое-то движение. Вот такое описание государства Израиль с точки зрения Джиотиш. Буду очень рад. Это, конечно, не стандартное государство, не стандартная держава. Соответственно, будет очень интересно, если вы оставите какие-то свои замечания по поводу этого описания. Но, надеюсь, тем не менее, я не слишком ошибаюсь. Давайте теперь посмотрим насчет анализа. Итак, Сатурн у нас попадает в 6 дом в 23-24 году, соответственно, обеспечит такую очень сильную способность преодолевать препятствия. Он фактически говорит о том, что препятствия будут, и дает способность преодолевать их. Это хороший показатель в надежде победить, если будет какое-то столкновение. Идем дальше. Юпитер. Юпитер до апреля находится в 7 доме, что показывает напряжение с соседями, опасное время.
а с мая 23 он уходит в 8, где находится Раху в карте. Крайне негативное положение для Юпитера, и это обещает открытый конфликт. Более того, с мая 24, точнее не более, получается менее того, с мая 24 года он уже переходит в 9 дом, где он гармоничен и дает нейтральный такой аспект, поэтому нейтральное положение. Итак, транзиты Юпитера обещают напряжение до апреля и буквально взрыв с апреля 23 по апрель 24. Напряжение колоссальное. То есть период, когда или в какое время может быть действительно воплощение каких-то негативных сценариев. Хорошо, давайте теперь немножко увеличим, приблизим эту ситуацию, посмотрим планетные периоды. Итак, с февраля 23 начинается период Раху, Махадаша Раху. Итак, Раху – планета, которая крайне негативно себя ведет в 8 доме, которая сильна в знаке Овна, которая обменивается аспектами с Юпитером, которая фактически нарушает, если 8, 12, 4 дом – это дома Мокши, а влияние Раху фактически нарушает действие этих домов, сделает их напряженными, обещание каких-то проблемных отношений на пути к развитию. Очень непростая такая позиция, и период Раху-Раху, конечно, даст неопределенность, совершенно однозначно даст экономическую стагнацию. Более того, он может дать смерть одного из лидеров, особенно это видно в D10, да, где Сатурн связан с Меркурием, Раху с Сатурном и связаны с Меркурием. Дальше это может обещать еще антитеррористическую операцию само по себе, потому что это противодействие, в котором задействован и Юпитер, то есть противоположные энергии, и Марс, то есть какая-то агрессия. Дальше Раху сам по себе с Солнцем находится, если вы посмотрите немножко ниже, в карте Бхава, Раху находится не просто в 8 доме, а с Солнцем. Это очень сильно влияет, то есть это какое-то движение, преодоление чего-то, поэтому мы и говорим о том, что возможно смерть какого-то из лидеров. Все это на фоне какой-то антитеррористической операции. Вообще в целом можно описать этот период: война, смерть. И поскольку управитель 6 находится в 8, это возможность победы. Это хороший знак, но на таком непростом фоне. Хорошо, это у нас идет период и подпериод. И вот в июле 23 года и по ноябрь 23 года у нас начинается Пратьядаша Юпитер, то есть Раху, Раху, Юпитер. Юпитер управляет у нас 7, то есть миром и войной, да, но Юпитер находится в 6 доме от Луны. Мы помним, что Луна определяет психологическое состояние, 6 дом – это нервное, такое конфронтационное состояние сознания, то есть может быть конфронтация. Дальше обмен аспектами с Раху. Юпитер очень жесткий. В D4 также Юпитер управляет соседями, а это вопросы Земли, контактов с окружением. С апреля, как мы уже говорили выше, Юпитер входит в неудачный транзит. И здесь совпадают все факторы. То есть сам по себе Раху очень напряженный период, и Антардаша Раху. Но именно в подпериод Юпитера это наиболее опасный период. То есть получается, учитывая, что идет негативный транзит с апреля, а с июня начинается негативный подпериод, мы можем ожидать очень серьезное столкновение воинствующее или какие-то операции, бои, какие-то теракты, террористические операции или антитеррористические операции вот в этот период с июня по ноябрь. Так, хорошо, что дальше мы видим? Раху, Раху, Сатурн с 22 ноября по 25 апреля 24 уже года. И что мы понимаем? Вспоминайте, мы уже сталкивались с Сатурном. Сатурн заканчивает какие-то конфликты, склоняет их в сторону победы, и Израиль в этой фазе, скорее всего, одержит победу, просто потому что Сатурн и Раху дружественные, они хорошо друг друга понимают, они взаимодействуют хорошо. И фактически можно говорить и утверждать, что ноябрь-декабрь это острая, горячая фаза этого противостояния, так, которая переходит в конечном итоге в победу.
Так, Сатурн находится с Луной, что дает ему силу, то есть это вторая лагна, это сильное положение, естественно. И если говорить от Луны, то он управляет 7-8 домом, то есть войной. То есть от Луны Сатурн управляет войной, и также это говорит о том, что возможно самая горячая фаза как раз в конце 2023 года. Что ж, учитывая, что Сатурн все же в основной карте управляет 5-м домом и аспектирует его, то есть делает гораздо более сильным, чем 6-й, мы все-таки отдаем предпочтение в описании Сатурна как положительного героя, и мы говорим, что Сатурн завершит эту войну победой. Дальше у нас идет период уже с апреля 2024 года, Раху Меркурий. Меркурий также дружественен к Раху, и соответственно мы можем ожидать развития, поскольку Меркурий это Лагнеш. Вот такое внешнее видение того, что происходит с Израилем издалека. Теперь давайте еще более приблизимся и посмотрим годовые карты. Так, очень интересно. Значит, начнем с карты. Так, это у нас какой год получился? Сейчас, один момент. Отлично, это карта с 22 на 23, то есть это кусочек, который нам необходим вот в самом начале 23 года. Что мы здесь видим? Мы видим, что Лагнеш сильнейшая планета в этой карте, я имею в виду Варшабхала, это верхняя карта, сильнейшая. Мунхеш в 3-м это напряжение на границах, Мунха в 6-м это преодоление препятствий, стычки, но такие благоприятные для страны. В дробных картах мы видим, Мунха уходит в 6-й дом, риск войны. Период Раху сам по себе тоже риск войны. Вообще все это показывает очень напряженное состояние. То есть, видимо, даже уже сейчас, я просто в основной карте не рассматривал текущий период, но, видимо, уже сейчас, а если точнее с мая 2022 года, очень напряженное состояние в окружении. Вот эта карта демонстрирует это напряженное состояние. Но благодаря тому, что еще не начался критический период Раху, это напряженное состояние еще сохраняется и, видимо, будет сохраняться до следующего периода, то есть до периода Раху. Так, хорошо, давайте посмотрим Титхи Правиша, это карта, которая ниже. Что мы здесь видим? Очень интересно. Так, дайте-ка посмотреть. О, сильная очень лагна, то есть очень сильное положение. Но тяжелый аспект на Луну, тяжелый аспект вообще на 7-й дом. 7-й дом, я напоминаю, это окружающие страны, это отношения с окружающими странами. Период сейчас идет Раху, точнее будет идти с февраля. Раху в 3-м доме это тоже решение вопросов на границе. Так, очень интересно. То есть, в принципе, эта карта также показывает напряженное состояние на границах, очень такое шаткое состояние. То есть мы видим, что годовые карты очень тяжелые, но благодаря тому, что еще период тяжелый, самый тяжелый не начался, все это еще висит в воздухе. Смотрим, что нас ждет с мая 2023 года. С 15 мая годовая карта меняется. И что мы здесь видим? Давайте я вам тоже ее продемонстрирую. Вот эта карта, пожалуйста, смотрите тому, кому это интересует. Так, мы здесь видим очень серьезное, такое мощное положение. Мунха у нас находится в Лагне, Мунхеш в 5-м. То есть, в принципе, фон, все, что происходить будет происходить на благоприятном фоне. Это не может не радовать, кроме одного. Как вы видите, и Мунха, и Мунхеш находятся под влиянием Раху. Раху у нас опять играет в эту игру, то есть он вносит иллюзии, вносит какое-то настроение напряжения и конфликта. То есть это очень опасное положение, потому что, по сути, обещает ошибочные выводы и ошибочные действия, как следствие серьезные потери. Именно вот это влияние Раху. Дальше смотрим. В целом, если смотрим карту, управитель 6-го войны Венера находится в 7-м, столкновение. Вообще Венера, как вы помните, находясь в 7-м доме, создает конфликт. Марс, падающий в 8-м доме, это тяжелый конфликт. То есть очень интересная карта, она обещает благоприятный исход после тяжелого напряжения и конфликта. Так, давайте посмотрим Титхи Правиш, это карта, которая ниже, она более важна. Так, также у нас Лагна управляется Сатурном, Сатурн силен. Во 2-м доме собственном, то есть много коммуникаций, какие-то переговоры, старые связи возникают, поднимаются.
Но дальше мы смотрим Раху. Раху в 4-м доме означает невыносимое состояние внутреннего мира. Очень тяжелое состояние. В Бхаве, сразу обратите внимание, Раху переходит в 3-й. То есть опять разрешает вопросы на границах. Так, Раху находится под влиянием двух стан. Вы посмотрите, пожалуйста, на это. И Юпитер управляет 12-м, Меркурий управляет 6-м. То есть Раху и два управителя двух стан находятся в области сердца. То есть это вырванное сердце. Это какая-то трагедия на уровне народа. Это как что-то или кто-то погибнет, или что-то произойдет такое, что очень сильно выведет людей из себя, из нормы. И как следствие будет какое-то действие очень жесткое. Марс, тем более в 7-м находится в падении и в этой карте. Это война. Это война, несомненно. Итак, мы можем сделать заключение по годовым картам, что с мая 24 по май 25 будет какой-то момент, когда что-то произойдет, какое-то, возможно, убийство или смерть какого-то лидера, которое будет очень заметно и очень сильно тронет народ, буквально вырвет сердце, это вызовет какое-то бешенство и совершенно жесткую реакцию, что, в общем-то, может привести к какой-то довольно серьезной войне с большими последствиями и с большими жертвами, но в конечном итоге приведет к победе. Вот такой прогноз, такое уточнение нам дают годовые карты. Теперь, если подвести общий итог. С февраля 2023 года экономическая стагнация, очень большая вероятность смерти одного из лидеров или, может быть, какого-то духовного лидера. В общем, что-то такое произойдет, что окажет очень серьезное воздействие в целом на нацию. Особо опасный период начинается у нас с мая по ноябрь. Когда совпадают много негативных факторов, и когда начнутся эти действия, эти опасные действия, а завершатся они где-то уже с началом прихода Сатурна, видимо, это ноябрь, декабрь, может быть, январь. То есть это очень острая фаза, какие-то очень резкие действия, победа, и впоследствии переход в следующий период Меркурия, соответственно, уже 24 год, он больше посвящен развитию. Вы знаете, как бы это так позитивно не выглядело со стороны, нужно понять сразу самое главное, что как бы ни прошел этот и ближайший и следующий год, вообще начинается Маха-Даша Раху. Она длится 18 лет, и вот эти 9 лет первые Маха-Даши Раху определяет те последствия, которые принесет эта планета в будущем. То есть для нации сейчас очень важно быть очень корректным, никакой ненависти, никакого падения в эмоции. Все нужно делать очень спокойно, методично, защита ровно в том объеме, в который необходимо. В противном случае очень много бед. Любая ошибка, которая будет сделана сейчас, принесет через 9 лет. Так устроена Маха-Даша Раху, поэтому будьте внимательны. Что ж, я надеюсь, вам эта история была интересна. Надеюсь, вы получаете удовольствие. Я, конечно, воодушевлен очередной раз Джиотиш, насколько он подробно все освещает, картину со всех сторон. Может быть, я какие-то стороны меньше осветил, но сейчас нас всех, как вы понимаете, больше интересует сторона жизни, связанная со смертью, с войной, с противостояниями. Вот, в целом такая ситуация. Что ж, можем перейти к следующему блоку вопросов. Обычно я отвечаю на них и, как всегда, позволяю себе ответить на тот, который мне больше всего понравился, потому что есть всегда какие-то вопросы в соцсетях, которые вызывают такое удивление и интерес. И сейчас не исключение. Вопрос такой. Какой мир, какую цивилизацию мы должны строить сейчас? Вы представляете, какой глубокий взгляд, глубокий какой вопрос. Какой мир, какую цивилизацию мы должны строить сейчас? В общем, вопрос такой нелегкий, поэтому я немножко, как всегда, уйду в сторону и попробую посмотреть со стороны. Итак, начнем с текущего состояния. Вообще мир развивается по этапам.
Была у нас первая цивилизация, помните, которую, ну, если не смотреть уж совсем глубоко и далеко, ну, скажем так, в зримом, там, 2-3 тысячи лет, если обернуться, мы видим, что первая цивилизация, которая имела такой феодальный характер, которая приобрела определенную структуру взаимодействий, которую мы называем римское право. Да? Потом впоследствии она была дополнена, обратите внимание, не заменена, а дополнена другой цивилизацией, немножко другого формата, когда у людей стало важным не только право на жизнь, но и в принципе на энергию, на действие, некоторая свобода. И эта цивилизация регулировалась уже правом морским, ну или торговым. Сейчас все приходит к тому, что эта цивилизация также должна быть дополнена третьей цивилизацией, технократической, такого нового технократического общества. Понимаете, конечно, старые элиты, и самые старые, вот которые текущие, современные, они не хотят этого, потому что это означает потерю власти. Тогда, когда Римская империя гибла, она этого не осознала, она не смогла перестроиться. В конечном итоге нас ждало фактически тысячелетие средневековья, такого жесткого несчастья и так далее. Вот что сейчас будет очень интересно, станет ли после второй цивилизации мы спокойно перетечем в третью, или все-таки мы доведем до того, что у нас будет опять средневековье. Очень интересно. Так или иначе, элиты наши не хотят. Они же прекрасно понимают, что кроме республиканцев и демократов появятся какие-то партии, которые будут представлять технократов. Знаете, вы, конечно, можете видеть, что уже появились там Илон Маск. Илон Маск какие-то политические заявления делает, там Цукерберги всякие и так далее. Их много уже всяких. Вот, естественно, а может не естественно на самом деле, псевдоэлиты защищают свое положение, они пытаются остановить это все. Им нужно во что бы то ни стало остановить развитие. Вот и все. Вот, и это делается во всем мире. Вот вы посмотрите, что у нас в России происходит, вот этой элитой, в кавычках. Так, уничтожено само желание развиваться. Да? Люди находятся в страхе, и людям запрещено говорить то, что они хотят. Это факт. Да? Мировоззрение так сильно забито всякими ложными парадигмами, потому что телевизор постоянно говорит ложь, ложь, ложь. А это очень страшное явление. Почему? Потому что ложь отрывает, создает иллюзии и отрывает людей от реальности. Они не имеют никаких шансов сделать правильное решение. Они теряют любой шанс на развитие. То есть, если раньше среди 10 слов было одно слово лжи, то сейчас наоборот, среди 10 слов с трудом можно найти одно слово правды. А теперь вот последнее, что произошло, когда изменилась Конституция, когда внесены чужие территории в Конституцию, это означает такое создание колоссального яблока раздора. И фактически детей России заставляют все будущее время воевать вместо развития, причем воевать за чужие земли. Это, конечно, колоссальная подлость по отношению к России. Я вообще не понимаю, как такое можно прощать. Но когда в стране правит страх, возможно всякое. Что важно понимать из этого? Здесь нет ничего плохого, это этапы развития, но нужно что-то понимать, что в стране, где живет страх, где страх людей нагибает до состояния раба, не бывает развития, не бывает никакого развития. Так, дальше идем. Китай. Ну, во-первых, Китай, конечно, полностью зависим от Запада. Да, поэтому очень странно, когда говорят, что Китай нападет на Тайвань. Это невозможно, потому что какое может быть нападение? Потому что Запад сразу отреагирует, и Китай просто рухнет. Все, то есть это очень опасное такое желание нападать на Тайвань. В чем проблема? Страшно даже не это политические ситуации, расклады. Нас не это интересует, нас интересует другое. В Китае создан информационный концлагерь. Как и любой другой концлагерь, он блокирует развитие. То есть Китай также заблокирован от возможности развития личности. Дальше идет, что у нас на Западе происходит. Ну, на Западе вообще прекрасно. То есть демократы и не только уничтожают западную цивилизацию, да, уничтожают белую расу. Ну как? Ну, это понятно, по-моему, или нет? То есть реклама ЛГБТ, возможность выбора своего пола для детей – это фактически насилие, страшное насилие для детской психики. Раз. Дальше. Вместо каких-то истинных ценностей, ценностей рода,
Да, детям предлагают выбор какой-то ерунды, там, кем он хочет или она хочет быть, в какой туалет ходить, в мужской или женский. Как будто бы это что-то значит такое и важное. Дальше. Законодательная возможность забрать ребенка из семьи – это вообще страшное несчастье, потому что это означает, что ребенок будет расти эгоистом, потому что родители будут его там, с него там пылинки сдувать, то есть вырастает эгоист. Он не будет уважать родителей, значит, он не сможет у них ничему научиться. А как эгоист он отделен от всех других, и он совершенно несчастное существо, очень слабое. Вообще все вместе это означает такое унижение семьи. Все люди вне семьи очень слабы. Это разобщенность. И в конечном итоге это такая сильная зависимость от государства. То есть что мы знаем сейчас? Результат уже достигнут. По факту белое население в своем невежестве уже не восполняется и уже деградирует. Я уже не говорю о том, что идет замена, то есть миллионы мигрантов с других стран, с другими настроениями, с другими цивилизациями внутри наводняют Запад. То есть речь идет об уничтожении Запада. Не в этом опять проблема. В этом совсем нет проблемы. Это процессы глобальные. Проблема в другом, что нету развития. О каком развитии на Западе может идти речь, если люди думают о том, какой пол ему выбрать, вместо того, чтобы ставить великие цели и их достигать. Вот то, что сейчас происходит, те успехи, которые мы видим, это наследствие прошлого. Но здесь ничего не заложено для будущего. Вот какая беда. Дальше смотрим, что у нас в Европе. По статистике к 50-му году Европа станет арабской. Арабская цивилизация прекрасна, несомненно, но она совсем другая. То есть старая цивилизация погибнет. То есть, другими словами, развитие старой западной цивилизации остановлено полностью. Нету никаких перспектив. Что в Америке? То же самое, то есть еще интереснее. Да? Уничтожается история, там памятники разрушаются тем, кто создавал Америку. Да? То есть это унижение достоинств прошлых поколений, это неуважение к себе. Да? То есть мы теряем, то есть не мы, конечно, но и мы, как представители той же цивилизации, теряем достоинство. Понимаете, если люди теряют достоинство, о каком развитии может идти речь? Очень интересно, скажите. Я начал задумываться, отвечать на этот вопрос, очень многое приходит в голову. Дальше смотрим. В целом на Западе, что произошло, если глобально посмотреть, что самое страшное? Самое страшное – это ослабление возможности справедливой конкуренции. Ведь развитие максимально идет тогда, когда есть справедливая, но конкуренция. Вот смотрите, если ЛГБТ, трансгендеры, черные, арабы, калеки получают субсидии только для того, чтобы они хорошо голосовали, но не потому, что им нужно чего-то достигать. Так? Если они награждаются не за то, что получают какой-то уровень развития, какой-то уровень профессионализма, а просто за то, что являются членами какой-то группы, то есть никаких усилий не прилагая, это ломает систему справедливой конкуренции, то есть ломает систему развития. То есть получается статус получает человек не потому, что он развивается, а потому, что он принадлежит какой-то группе. Да? Или субсидии, которые всегда даются для того, чтобы развиваться, здесь даются не для того, чтобы человек развивался, и с него не спрашивают, развился он или нет, а для того, чтобы он голосовал там за кого-то. То есть фактически это такая фундаментальная основа общей деградации профессионализма. Собственно, то, чего и хотят элиты, потому что они хотят заморозить все в таком состоянии, как есть. К счастью или к несчастью, так не бывает. Дело в том, что на уровне человека смысл нашей жизни в том, чтобы достичь реализации. Называется это в ведической культуре дхарма. То есть каждый из нас должен получить тот опыт, который необходим именно нам. Причем каждый из нас должен сам поставить такие высокие цели, насколько ему вообще доступно их ставить, потому что на пути к этим целям мы получаем массу развития, опыта, развиваем способности и так далее. То есть реализуем дхарму, смысл своей жизни. Теперь получается как? Если нет у нас справедливой конкуренции, справедливой награды, то зачем обычному банальному простому? Все равно люди продвинутые все равно будут делать свои цели. Но обычному человеку, как ему вырваться из обыденности, если он не видит, зачем это делать с материальной точки зрения или с точки зрения справедливости? И еще один момент. На уровне общества
значение и смысл построения общества, вот сейчас мы потихоньку подходим к ответу, заключается в том, чтобы создать такие условия, чтобы каждый участник общества мог осознать свою ту сферу, которая ему необходима, и развиваться в этой сфере максимально. Вот что такое общество, вот вообще зачем существует это общество. А теперь давайте еще раз. Страх в России, концлагерь в Китае, подмена ценностей и слабость людей в Европе, потеря достоинства в Америке, раздача статуса без каких-либо достижений вообще в западном мире, включая Россию, да, все это прямо противоречит дхарме, понимаете? Вообще смысл жизни и жизнь всегда существует, когда она соответствует дхарме. Если человек, например, личность не выполняет свою дхарму, она очень быстро покидает этот мир. Всего лишь за 3 шага. Предупреждение, болезнь, смерть. Предупреждение, болезнь, предупреждение, травма, авария, смерть. Понимаете, 3 шага. В 20 веке было такое мощное предупреждение, эти мировые войны. То есть это такое мощное предупреждение. Теперь у нас идет 21 век, и у нас идет боль. И если мы сейчас не сделаем выводы, эта цивилизация просто погибнет на 3-м шаге, понимаете? Просто раз, ее не будет. Как это было когда-то с римским, да, с римским государством, да, потом 1000 лет до того, как появилась новая цивилизация. Если сейчас мы ничего не предпримем, все это очень плохо закончится. Вот от нас, от наших действий, от ваших действий буквально зависит, что будет дальше. Еще там большой промежуток пролаи, этих средних веков, этого кошмара. Или все-таки мы соберемся и сможем позволить новой цивилизации прийти в этот мир, дополнить ее каким-то новым законодательством, новым правом, да, новыми лидерами, новым вообще мировоззрением. Вообще, по-хорошему, миру нужен наставник. Конечно, Веда живет в нескольких храмах, очень малом количестве храмов, так точечно в Индии. Но что удивительно, что вдохновляет, то, что сотни именно представителей Украины уже получили ведическое знание в Индии. Уже. То есть пропорционально количество специалистов йоги, джьотиш-астрологов, аюрведических докторов и вообще наставников, представителей пуджариев. Именно там такая концентрация великая. Сейчас вообще происходит, конечно, уникальное время. Это когда Украина проходит полное такое глубокое очищение. И фактически сейчас именно Украина может дать эту надежду миру, да, стать наставником. Абсолютно не значит, что станет, но такой шанс существует. И вот тому, кто сейчас придет в качестве наставника, нужно будет провести вот эту цивилизацию, которая у нас сейчас есть, к технократической цивилизации, то есть с новым правом, которое дополнит старое, с новой финансовой системой, что очень важно, что финансовая система на наших глазах уже меняется, да? А согласно прогнозу, о котором мы говорили по Америке, это очень сильно и кардинально изменится во втором полугодии 2023 года. Кстати, если вы хотите прогноз по Америке, голосуйте, потому что его нужно сделать. Это же действительно очень интересно. Вот, то есть наставнику придется провести мир через новый технократический вот этот этап с новым правом, с новой финансовой системой. Да? То есть Украина, если желает стать этим наставником, уже сейчас должна предложить эти инструменты в философии, в праве, в финансах, понимаете? Не просто кричать: ой, как страшно, как ужасно, как это слово они используют очень такое, каждый философ прям считает необходимостью это использовать, экзистенциальной опасности. Значит, это все нужно отбросить и говорить о реальных совершенно вещах на нормальном языке, да? Итак, новое право, новое финансовое право, новая финансовая система, и предложить эти инструменты всему миру. Вот. А теперь главное, куда же мы должны, какой мир создать? Мы вести мир должны к культу дхармы, то есть к культу развития. Государство должно позволять каждому человеку дать возможность максимально развиться именно в справедливом обществе. Вот такая история. Надеюсь, я ответил на этот вопрос. Может быть, затянул. Простите меня, пожалуйста. Ну, а мы можем дальше поговорить уже о ваших вопросах.
Да, еще парочку слов. Как всегда, вы знаете, я хотел вам сказать, что все вы, конечно, все мы очень напряжены. Аварии, блэк, там нет электричества, какие-то проблемы, что-то горит, взрывается. Но еще раз, все вокруг нас иллюзия. Мы духовные сущности, не бойтесь этого, пожалуйста. Вам просто нужно это понять, осознать. Именно поэтому мы создавали курс и нашу академию в целом, Шринаджи, и курс, который вы можете посетить и научиться очень многим вещам. Дело в том, что смысл ведического подхода и возможности, которые дает ведический подход, это видеть мир всесторонне, очень широко. И тогда ты отрываешься от необходимости страдать и переживать по каждому мелкому поводу, понимаете? 12 таких мощных парампор вошли в нашу академию и несут это знание. Пожалуйста, приходите. В январе у нас такой очный курс в Гоа, да, 13 января, пожалуйста. Это все, кто занимается самопознанием, или занимается джйотиш, или занимается йогой, или занимается аюрведой, или занимается васту. Добро пожаловать. В феврале-марте у нас тоже набор для деток. Причем там 3 разных возраста, от 7 до 10, от 11 до 13 и дальше 14 и выше. Вот, так что возможности эти потрясающие. Вы понимаете, когда ребенок получает знания в юности о том, кто он, что он, зачем он потом зубами грызет науки и становится лучшим в своем деле. Понимаете, 25-30 он уже best of the best, он реализован и счастлив. А для взрослых это тоже очень важно, потому что взрослый, когда получает это знание, он немножко выходит из своих иллюзий и понимает на самом деле, как быть счастливым, несмотря ни на что бы ни происходило вокруг, понимаете? Ну, не можете сами учиться, помогите другим. У нас фонд существует, где вы можете немножко помочь деткам особенно. Мы сейчас особенно деток многих учим с Украины, которые страдают из этой ситуации. Им нужно учиться, им нужно чувствовать локоть друга, соученика, ученика гурукулы. Они общаются, они, конечно, счастливы там. В общем, помогайте. Что ж, надеюсь, это было все интересно. Теперь давайте мы перейдем к вопросам. Так, ваши вопросы. Сейчас смотрим. Так, вопросы. Где же вопросы? Почему-то нет вопросов. Ага, есть вопросы. Ура! Простите, пожалуйста, у меня был какой-то, видимо, сбой. А то я уже подумал, ну никому не интересно, нет вопросов. Так, хорошо. Начинаем сначала. Не получается поздороваться на лекциях в академии. В Одессе проблемы с электричеством и интернетом, поэтому здравствуйте и благодарю за знания вас и наставника в Академии. Спасибо вам за прекрасные слова. Так, что-то непонятное. Доброго дня всем, спасибо за посвящение. Есть желание все больше получать от вас новые знания. Добро пожаловать. Если посмотреть на описание поведения Бога в Старом Завете, то он очень похож на строгий с гневом Бога в разных формах. Возможно. Дальше. Война Израиля будет кровопролитной или будет минимум жертв? Вы понимаете, это будет в целом напряженное очень состояние. Период Раху, я уже когда-то сравнивал, это можно сравнить с геморроем у человека. То есть страна вступает в период крайне такого тяжелого ситуации, и иногда необходимо делать оперативные вмешательства, да, как будто вот вырезается то, что должно быть вырезано, и вот так это будет выглядеть. То есть жертв может быть и немного, но в целом напряженное, очень тяжелое, такое стагнирующее состояние государства. Так, все, что вы сказали, точно, спасибо. Добрый день. Скажите, пожалуйста, в 2024 году, когда Российская империя рухнет, что угрожает Латвии и чего следует защищаться? Мы, однако, маленькая средняя страна. Ну, надо делать прогноз, понимаете? По-моему, я делал уже для Латвии прогноз, вы можете посмотреть, там какая-то перспектива описана, но если точно, нужно делать на 24-й прогноз. Так как Израиль находится под планетой Сатурн, здесь очень сложная жизнь, постоянное напряжение, ощущается быстрой отработки кармы, снижение, сжимание, давление, да. И даже в этой карте видно, Раху в 8 доме очень тяжелое дает влияние, тем более сейчас начинается период Раху. То есть самый такой тяжелый период в жизни страны. Да, до сих пор в таком тяжелом положении Израиль еще не находился. Ну, он выстоит, конечно, нет сомнений, но это будет очень непросто.
Так, будет ли в Израиле экономический кризис и инфляция? Да, будет. Экономический кризис в 2023 году, конечно, будет. Потому что Раху, он это как раз за это и отвечает. Он как раз это все и принесет. Как минимум стагнацию. Так, и Израиль претендует на территорию Украины. Или это домыслы и слухи? Конечно, домыслы и слухи. Так, всем мира. Сохранит ли Молдова свою государственность вследствие предстоящих событий? Так, нужно делать прогноз, естественно. Так, израильтян хочет переселить в Украину в 2024 роке. Хватит вам уже придумывать эти истории. Причем здесь хотят израильтяне, не хотят израильтяне. Вопрос в вас, дорогие украинцы, будет так, как вы захотите. Поэтому просто сформулируйте, как вы хотите, так и будет. Есть разговоры, что Нетаньяху начнет рассказывать правду о эвканазии. Так, это мне непонятно. Здравствуйте. Может ли взрослый человек пройти обучение у вас без оплаты или с долгой отсрочкой? Сделайте, пожалуйста, так, напишите, пожалуйста, в наш фонд или администратору. Сделайте, пожалуйста, прогноз на ближайшее время для Белоруссии. Жить здесь все труднее. Да, я это обещал. Видимо, в январе мы это сделаем. Здравствуйте. Мира всем сердцем. В прошлых своих выпусках вы говорили, что гражданская война в Российской Федерации начнется осенью. И что тогда будет в феврале. Благодарю. Так, начнется осенью, все 23-го года все-таки будет. В феврале это будет драка здесь, начнется эта драка отсюда, потихоньку будет уходить туда. Так, благодарю. Проект Израиль закрыли 2 года назад. И ходят слухи, что будут всех переселять. Ну, слухи. Ну, слушайте слухи. Евреи поклоняются субботе, управителем которой является Сатурн. А Сатурн, как вы знаете, является преданным Шивы. Я не очень понимаю, что значит поклоняется субботе. Дело в том, что Сатурн показывает необходимость следования дхармы. Это не значит, что идет поклонение субботе. Это значит, что это время для осознания своей жизни. Это очень хорошая упая для Сатурна. Дальше. Аллах. Добрый день. По-вашему, вторая волна мобилизации в 2023 году будет? Будет, конечно. Она сейчас идет. Она не будет прерываться до тех пор, пока не закончится война. Здравствуйте, вы говорите, что в России мало времени осталось. Вы сказали, потом будет поздно. А что должно произойти? Очень переживаем, родственники есть и в России, и в Украине. Ну что значит, потом будет просто самый негативный сценарий реализован, когда Россия будет распадаться. Просто это можно было бы избежать, если бы Россия сейчас вывела все, покаялась, поменяла опять Конституцию, вернула к 2013 году. Все было бы нормально, но нет. Это вряд ли возможно, к сожалению, поэтому очень тяжелый будет сценарий. Уважаемый Лак, понятие покаяние и гордость в ведической традиции такие же, как в христианстве, или есть отличия? Я не знаю, что значит, ну то есть это нужна конкретика какая-то. Я думаю, что это близкое состояние. Христианство по своим вот этим зернам честным было принесено действительно Христом, а он был йогом, поэтому здесь много параллелей должно быть, соответствовать. Так, хорошо, идем дальше. Так, хорошо бы про Беларусь на ближайшие 3 года. Да, мы сделаем. Я уже понял, что Беларусь, несомненно, в ближайшее время сделаем. В общем, что тут обсуждать. Если доллар исчезнет, вклады украинцев в банках тоже обнулятся. Мне сложно это обсуждать. Я надеюсь пообщаться с серьезным финансистом со Штатов. Вот мы планируем сделать с ним эфир. И тогда станет ясно, потому что здесь мало знаний астрологии, здесь нужно знание финансовой системы. У меня этого не хватает. Как это будет происходить, нужен специалист. Но я надеюсь, мы получим такой анализ. Так, здравствуйте из Греции, вам здравствуйте. Уважаемый Лак, сделайте, пожалуйста, прогноз для Беларуси, мы живем только молитвами. Сделаем. Здравствуйте, есть прогнозы о скорой войне Азербайджана с Арменией. Что вы сможете об этом сказать? Но опять же, нужно делать карты этих стран. Нужно делать карты этих стран, чтобы точно ответить. По Беларуси он делал уже. Да, делал я по Беларуси, но на этот год. На следующий год мы еще не делали. Так, чтобы не падать, нужно изучать правоведение, изучать свои права. Так, хорошо. Мысль такая здоровая. На вопрос, какой мир нужно строить, ответ. Не человек разумный, а человек разумный, доброжелательный. Это решение 99 проблем. То есть быть доброжелательным. Сложно спорить. Так, вопрос. Будет ли открыта граница России для выезда в 2023 году? Не для всех. Был прогноз по Беларуси на прошлый год. Этот год куда сложнее. Согласен. Будем делать прогнозы на этот год. Я смотрю, многие
голосуют за Белоруссию. Видимо, нам придется это сделать. У нас, на мой взгляд, осталось такие очень важные прогнозы. Это Китай, это Америка, да? Это, соответственно, Беларусь и Азербайджан, Армения. Вот такой вроде получается. И потом можно все это уже обобщать. И это будет, наверное, самый интересный прогноз, когда мы все это обобщим в таблице такой как конкретной. Так. Спасибо за вашу роботу. Скажіть, будь ласка, коли Росія перестане бомбити українські міста ракетами? В мае. Здравствуйте. Как преодолеть ненависть к врагу за свое зло, что они творят безнаказанно? Но ненависть – это же ваш выбор. Понимаете, это ваше решение. Просто нужно совладать с собой. Но это, конечно, сложнее всего себя сдерживать. Дуже вдячна вам за об'єктивність і непередженість. Рада зустрічи с вами. Спасибо большое. Благодарность от жителей Израиля. Вопрос. Каким вы видите место нашей маленькой страны с точки зрения живетесь в будущем? 40-й, 50-й. Ну, это очень интересный вопрос. Ну, давайте сделаем такой, можно сделать такой, как это сказать, беглый анализ. Это возможно, но сейчас мы его не делали. Но интересно. Прочитайте Даниила в Библии, он все, что сказал, написал 2600 лет, все исполнилось, ну, все, значит, все. Доллар не исчезнет. Доллар скорее будет переформатирован в какую-то такую систему с элементами цифровизации. Потому что если сейчас Америка этого не сделает, то сделает кто-то другой, и просто будет гораздо хуже. Поэтому я думаю, что именно Америка это сделает первой, внесет это, внедрит и станет таким законодателем мод. Добрый день, Аллах. Скажите, пожалуйста, какой месяц окажется самый напряженный в идущей войне? В идущей войне февраль. Ставьте лайки, классы, подобайки. Спасибо, ставьте, пожалуйста, мы будем очень благодарны. Но я никогда не прошу об этом, потому что будет так, как должно быть. Ну, вам решать. Так, если технократия, то есть цифровая, хорошо, то Китай... Понимаете, технократия это не хорошо и не плохо. Вы пишете, что Китай очень в этом смысле развился. Какие есть доводы, что технократия хорошо? Еще раз повторяю, это не хорошо и не плохо. Это просто очередной инструмент взаимодействия. И его можно использовать как хорошо, так и плохо. Вот в этом вопрос, как мы будем его использовать. Ну, рискну предположить, что там, где есть привычка к диктатуре, там это будет использовано очень плохо. А там, где есть привычка и наработки в демократии, скорее всего, будет использовано позитивно. Вот и все. Вопрос в том, чтобы сейчас уже до того, как это начало внедряться в такую международную практику, были разработаны именно вот законодательство, новое право, которое бы защитило каждого человека в этой области от того, чтобы он стал рабом цифровым. Вот это право нужно сделать уже сейчас, до того, как вот Китай уже внедрил эту систему, а этого права еще нет. И поэтому Китай превратился буквально в концлагерь. Так, хорошо. Белая раса начнет вырождаться с вырождением Черкесии. Возрождаться с возрождением Черкесии. На Западе белая раса обозначается, ну я не знаю таких знаний, возможно. Намасте, Аллах, подскажите, как сегодня относиться к пожилым гражданам России, если они потеряли ум и совесть и поддерживают преступный режим? Я не испытываю к ним ни уважения, ни почтения. Ну, поскольку они находятся в такой сильной зависимости от телевидения, сложно ожидать чего-то другого от них. Это вопрос навыка. У них такой навык со времен Советского Союза. Здесь не нужно их уважать или не уважать. Напротив, нужно уважать, но это не означает, что нужно им потакать. Вот я так на ваш вопрос отвечу. Так, хорошо. Дуже хочемо додому. Коли зупиниться ракетний геноцид украинцев? Я уже говорил, что с февраля пройдет такое, начнет движение, уже потихоньку будет выдавливаться. Эти ребята будут выдавливаться с Украины. Это будет очень тяжелое время, самый пик. И где-то до мая. Этот прогноз был сделан еще год назад. То есть ничего не изменилось, потому что карта не меняется. Все равно это будет так. Благодарю вас за вашу работу. Скажите, будет ли мобилизация в Беларуси и как к этому отнесется население? Неужели люди не понимают, что они делают? Нужно делать, опять же говорю, карту. Потому что 23-й год уже подходит к концу. Что будет в 24-м, мы не смотрели. Так, символизм играет огромную роль. Сложно с этим спорить. Намасте. Вы говорите о технократическом обществе, как о благе. Ведь технократы это те же вайшу. Нет, технократы это как раз не вайшу.
прогрессом занимается Марс. Это чисто энергетика кшатрия. Кшатрия. Добрый день. Вы говорите о войне на юге России в следующем году и о выходе юга из состава России. Но в том же эфире сказали, что эвакуации населения из этого региона не будет. Я не очень понимаю, что вы подразумеваете под словом эвакуация, будет или не будет. Каждый регион нужно смотреть в отдельности. Если вы имеете в виду, какого рода будет напряжение, там, насколько будет глубокая там война, что люди будут бежать оттуда или не будут бежать, это одно. А вы задали вопрос, будет ли эвакуация, как будто принудительная эвакуация. Вот я и ответил, что принудительной эвакуации, видимо, не будет. То есть уточните немножко этот вопрос. Возможно, я не так вас понял. Это и есть противоречие. Здесь нет противоречия, еще раз говорю. Мы можем говорить о том, что будут бои, и сами люди могут эвакуироваться или нет. Но будет ли принудительная эвакуация? На мой взгляд, нет. Спасибо вам за ваш адекватный взгляд на все. Дизлайк ставят спящие, не переживайте. Спасибо. Здравствуйте, уважаемый Аллах. Благодарны за прогнозы. Спасибо. Это и есть противоречие в вашем прогнозе. Отторжение территории России подразумевает эвакуацию массовых русских. Почему? Еще раз. Опять начинается то же самое. Еще раз. Это эвакуация личная, я сам захотел, потому что мне плохо, или меня заставили. Это два разных подхода. Так, прогноз неверен по России. То есть вы считаете, что если ваш вопрос не так освещен, как вам бы хотелось, то прогноз неверен? Ну давайте просто подождем и посмотрим. Благодарю за знания, прогнозы и ваши ответы на наши вопросы. Спасибо. Доброго дня. А чи може сім'я у лютому повернутися в Україну? Цікаво, чи будуть ще ракетні атаки? Дякую за вашу работу. Да, господа, я прошу прощения, еще раз говорю. До мая, пожалуйста. Вообще, тяжелое время закончится только в 2024 году. Если у вас есть возможность оттянуть возвращение до 2024 года, сделайте это. Но самое такое острое, самое страшное закончится к маю 2023 года. Поэтому уже можно возвращаться, но очень так аккуратно. Хорошо. Скажите, безопасно ли вернуться в Российскую Федерацию в декабре, закончить дела и уехать до Нового года за ее границу? Да, безопасно вполне, потому что там движение начнется с февраля. Но если речь не о Крыме, потому что в Крыму, по-моему, у нас вот буквально вот-вот должно что-то начаться, если не ошибаюсь. Надо посмотреть прогноз по Крыму, я не помню точно. Так. Хари Кришна, уважаемый Аллах, поклоны из Украины, Днепропетровская область. У нас обстановка критическая, голод, холод, но мы продолжаем практиковать бхакти, и все больше людей присоединяется. Слушайте, ну это восхитительно, это прекрасно. Если вы с Кришной, Кришна с вами, то вам вообще нечего бояться. Чем прекрасна технократия? Расскажите, есть очевидные вещи цифровизации, чем это развитие для общества? Ну, слушайте, ну это же очевидно, по-моему. Если вы имеете возможность принимать решения, например, какие-то общие, которые вам помогают это делать мгновенно, без задержек, при этом справедливо, то в чем здесь проблема? В том случае это не будет проблема, если будет определенная правовая база, которая защитит ваши данные, защитит вашу способность оставаться свободным, которая запретит каким-то образом вас ограничивать финансово государству, если на это нет каких-то определенных, опять же, решений того же суда. То есть, понимаете, все в конечном итоге сводится к тому, будет ли право разработано или нет, и насколько оно будет качественным. Так, хорошо, Аллах, ждать смерти Путина, это дхарма или адхарма? Благодарю за ответ. Но это просто не нужно совсем. Что значит ждать смерти Путина? Вы собираетесь жить чьей-то жизнью и свою жизнь планировать как вам сказать, в зависимости от кого-то еще? Это, конечно, неправильно, это адхарма совершеннейшая. Дело не в Путине, а дело в том, что у вас есть путь. Вам просто его нужно увидеть, определить и следовать ему. А все остальное, понимаете, вот очень хороший пример со всеми людьми, которые кричат: о, какой ужас, там какой-то орден плохо о нас планирует. Сейчас Америка всех захватит, потом там небесный Иерусалим переселится, кто там еще есть, потом всех у нас заберут у всех собственность, ох уж эти всякие швабы. Вот все, много такое множество каких-то идей, там Путин, там не Путин, там еще кто-то. Вот это все разноцветные планы каких-то людей, каких-то фондов, каких-то масонов. Это все очень, конечно, интересно. Но где здесь вы?
До тех пор, пока вы не определяете свою дхарму и не идете в согласие с этой дхармой, вот это все имеет значение. Как только вы определяете свой путь, это все теряет значение. Они перестают быть интересны все, потому что они интересны до тех пор, пока у вас нет своего пути. Поэтому очень простой ответ. Хотите быть свободными, следуйте своей дхарме. Вот и все. Так, хорошо. В Украине каждый год проходили ведические фестивали Веда-лайф храмы, ашрамы, в том числе и шивайские. Замечательно. Вы принадлежите к линии Валабха-ачарьи. Совершенно верно, да. Это точно. Так. Простите, опять перепрыгнул. Здесь у нас прыгает все. Так. Очень интересно, какая должна быть финансовая система, на ваш взгляд? Я против финансов в интернете, выключили электроэнергию и денег нет. Ну, значит, она должна быть смешанной, очевидно. Но вообще это отдельный разговор, который очень интересный, потому что, ну, прям есть множество важных достижений, которые эта финансовая система электронная дает, позволяет. И точно так же множество есть недостатков, поэтому здесь нужен профессионал. Так, еще хотелось бы задать практический вопрос. Могут ли женщины с показателями кшатрия в гороскопе идти в политику? Конечно, могут. Понимаете, в чем дело? Если человек, независимо, мужчина или женщина, получает драйв, да, вот такое настроение позитива от такой деятельности, значит, нужно заниматься такой деятельностью. Есть такие женщины, конечно. Так, кто, на ваш взгляд, самый сильный астролог планеты? Боже. Шринаджи Бушан Госвами Махарадж, мой наставник. Радх, Рао – прекрасные люди, но для меня мой наставник самый сильный астролог планеты. Кстати говоря, его дед, то есть один из представителей нашей сампрадаи, в начале, в первой половине 20 века всем индийским миром считался лучшим астрологом вообще Индии и мира. Так, хорошо. Аллах, как принято вас видеть и слышать? Огромное спасибо. Спасибо вам большое. Я понимаю, что прогнозирование не может быть 100%, но вы сказали, что в конце ноября Армения подпишет договор, но не случился. Возможно ли это будет в декабре? Ну, конечно, это же не значит, что прямо вот сейчас случится. Это какой-то период, это какое-то вот время, но оно не бесконечное. Это вот месяц-два это должно произойти. И насколько я понимаю, по результатам УДКБ, я, конечно, не слежу за этим специально, но насколько я понимаю, Пашинян отказался от каких-либо контактов с УДКБ, да, никаких документов не подписал. То есть это означает, что у него готовы какие-то документы с кем-то еще, потому что в противном случае он бы не отталкивал УДКБ. Это наблюдение, это не обязательно так, но это может быть так. Так, будут ли еще пиковые точки войны в Украине до мая 23-го? Февраль, страшное дело. Как вы относитесь к Кашпировскому? Никак, я с ним не знаком. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, что будет с долларом и рублем в ближайшем времени? Рубль будет слабеть, доллар будет, видимо, во второй половине 2023 года вообще изменена финансовая структура и финансовая система. Да? Об этом мы говорили еще в 2020 году. Так, с кем будет война Израиля? С Ираном или Ливаном? Нужно делать карты. Если не ошибаюсь, мы делали так, бегло делали Иран, смотрели, там ситуация тоже тяжелая, так что с Ираном очень возможно, очень возможно. Там выглядит так, что Иран попадет в очень такую неприятную ситуацию. Аллах, в прошлом эфире говорили про важность покаяния для успеха Турции. Этот совет универсален для всех стран и человека в целом. Ну, вы знаете, есть, конечно, в нем универсальность, но очень сильно она проявлена именно в карте Турции, понимаете? Вот карта имеет колоссальный потенциал. Я когда ее посмотрел, у меня первый был вопрос внутренний, а почему это не центр мира еще, подобный США? А потом, когда мы присмотрелись и увидели вот эти вот нюансы, которые там в пятом доме, когда пятый дом это элиты, и там проблемные очень такие связи, контакты, вот, которые выжигают элиты. И это стало ясно, это очень так прозрачно в карте Турции, видно, понимаете? Так, будет ли прогноз по Армении? По Армении будет, если вы будете голосовать. Просто так я не буду его делать, потому что Армения небольшая. То есть есть гораздо большие страны, которые более важны. Не потому что Армения не важна, а потому что просто там меньше людей. Будет голосование, тогда сделаем. Так, Беларусь, да, огромная. Кстати, Беларусь, по-моему, чуть ли не выиграла последний раз, буквально в последний день.
Израиль перепрыгнул. У нас сейчас, по-моему, лидирует Беларусь и Китай. Так что голосуя за Беларусь или за Китай, вы сможете добиться той или иной победы. В голосовании я имею в виду. Огромная просьба разместить ссылку, где вы рассказываете о себе. Очень там полезно. Скептикам хочу Барату прислать. Ой, да. А где я рассказывал о себе, я даже не помню. Напишите подробнее, что вы имеете, где я рассказывал, я не помню. Может ли Израиль претендовать на землю Украины? Мы уже об этом говорили. Не Израилю это решать, а Украине. По-моему, Украина уже достаточно очистилась от всякой грязи, чтобы принимать решения самостоятельно. По Армении уже ведь был прогноз. Да, на этот год, на следующий не было. Пожалуйста, подскажите, если возможно, будут ли еще захваты территории Украины войсками РФ? Ну, я здесь что могу сказать? Все время, начиная вот с октября и до мая, это очень тяжелое время. Но с февраля месяца будет пиковое напряжение, и потом будет ряд серьезных побед Украины. То есть победы могут быть и сейчас, но это будет так, победа, поражение, то есть такое напряженное состояние. А с февраля уже, знаете, как враг дрогнет. Но это будет тяжелое время. Поэтому, да, могут быть захваты, могут быть победы, могут быть такие, ситуация очень такая. Сейчас самое жесткое, самое тяжелое время в войне. Здравствуйте. Если ты родился в Украине и вместе с войной очень много личных испытаний, это, конечно, это карма. Они могут закончиться вместе с окончанием войны? Могут. Это нужно смотреть в вашей карте, может быть. Будет ли наступ из Белоруссии? Я уже много раз повторял, что такая вероятность существует. Мы об этом говорили, когда делали прогноз на 23 год по Белоруссии. Потому что там активен сейчас период Кету. Кету в 6-м доме. Это как раз очень такая сильное напряжение, воинственность. Но разрешится она или нет, это сложно сказать. В 2024 году нужно делать карту. Мы сделаем. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Вы интересная личность. Я личность обычная. Ну, если коротко, я физик, инженер, занимался бизнесом, большим бизнесом, потом очень большим бизнесом, потом лежал в больнице и понял, что это не мой путь. Все бросил и начал путешествовать. Нашел веды и теперь не могу от них оторваться. Если коротко, это так. Дальше. Мы, белорусы, всем сердцем с вами. Нас оккупировали. Это абсолютная правда, потому что это очень близкие народы, украинцы и белорусы. Это 100%. Ставим лайки, подобайки для продолжения канала с бесценными знаниями. Да, мы будем благодарны за лайки в подобайке. Особенно в подобайке. Вот лайки не знаю, но в подобайке, пожалуйста, ставьте. Так красиво сказано, в подобайке. Так, хорошо. Про технократию. Правительство всех стран сейчас именно обманывают людей, как раз технократия, для еще большего контроля. В том-то и дело, что вопрос сейчас, вы понимаете, технократия это уже реальность. Глупо говорить, что ой, нас обманывают, нас сейчас обоют. Технократия уже реальность. Сейчас период, когда нет нового права. Вот когда оно появится, мы будем обсуждать, это хорошо или плохо. Пока его вообще нету. Пока мы все являемся абсолютно беззащитными. Хорошо. И все-таки для меня понятие дхармы ближе всего к понятию нравственность. Интересная мысль. Вы знаете, есть тут связь, несомненно, потому что если вы заняты дхармой, вам не интересно все остальное, и вы действуете очень нравственно. Это правда. Если вы занимаетесь адхармой, то вы что-то делаете через себя, через дополнительное усилие, и поэтому озлобляетесь и начинаете действовать безнравственно. Вы в этом смысле правы, как следствие дхармы. День, Киев. Добрый день. Киев выстоит зимой? Вопрос. Конечно, выстоит. Что, есть сомнения разве? Я вас прошу. Так, опять все улетело. Аллах, благодарю за ответы и прогнозы. Спасибо. Как понимать тех, кто репатрировался именно в Израиль? А как их понимать? Что в этом такого? Куда люди свободные? В этом же и прелесть этого мира. Мы все свободны. Аллах, а можно почаще встречаться, чем раз в неделю? Скучаю. Спасибо огромное, но боюсь, что нет. Очень много работы. Вы понимаете, прогнозы, которые вы здесь делаем, которыми мы делимся, это же не наша основная деятельность. Мы именно академия, распространяющая знания. Поэтому все, что я могу, делаю, конечно, но, к сожалению, не больше. Так, существует ли у вас онлайн-обучение? Конечно, существует. Добро пожаловать. Следующий набор у нас, если не ошибаюсь, в феврале. То есть в январе будет очно, а в феврале будет онлайн.
Онлайн-группы у нас регулярно. Мы собираем онлайн-группы, сейчас вам скажу, 3 раза в год. 3 раза в год. Спасибо большое за вашу работу, как здоровье вашего наставника. Лучше. Вчера сделали очень серьезные процедуры, ему стало лучше, дай Бог. Все молимся. Буквально тысячи людей сейчас молятся за наставника нашего, за Раджендру нашего любимого Бушанга с вами Махараджа. Так, Ольга Шацка. Да, подробно. Это какой-то ответ. Технократия – это помощь в бытовых вещах на простых технологиях без ущерба. Да? Как вы смотрите на то, что преданные из России едут на Донбасс? Ну, смотря с какой целью. Смотря с какой целью. Если лечить, если кормить, если беречь, оберегать, то в этом нет ничего плохого, потому что украинцы на Донбассе находятся в оккупации, очень сильно страдают, их буквально угнетают, уничтожили Донбасс. За эти 8 лет Россия уничтожила Донбасс, превратила в Донбасс в помойку. Разве я не прав? Я сейчас чувствую прям, нет, там Россия там спасает. Покажите, пожалуйста, как Донбасс был спасен, когда вывезли все производства в Россию без исключения. В чем он был спасен, просто очень интересно. Ну хорошо, ладно, это такой вопрос. Так, когда снимут запрет на выезд за границу в Украине мужчин в мае? Ваши стримы как воздух для нас. Спасибо большое. Благодарим за наставление, знания. Отрезвляете, пелена с глаз и мозгов убирается благодаря вам. Спасибо большое. Украина выдержит мороз и дискомфорт. Надеюсь, у них хватит физических и нравственных сил. Конечно, хватит. Здравствуйте. Будет ли актуальна тема разбивания семьи в будущих мировых трембах? Очень много трансгендеров, геев стало. Ну, конечно, будет. Дело в том, что если не появится сейчас наставник, и если не начнет течение противоположное, я в этом смысле надеюсь и все мы надеемся в этом смысле на Украину, то течение вот это противосемьи будет продолжаться, и в конечном итоге западная культура просто исчезнет. И начнется такой большой, глубокий, как это называется, средневековый период, да, опять там лет на 500, когда там за ведьмами будут гоняться, там вешать их, в общем, это страшно. Добрый день, в субботу у евреев шаббат. Да, кстати, вот это очень такая традиция, близкая и явно принесенная из ведических источников, потому что называется сатья этот день, шаббат или шатья, сатья, да, сатья это истина, день истины. Суббота – день истины, когда человек должен остановиться и посмотреть на свое прошлое, что он сделал, сделать анализ. И это очень важное действие. Тогда ваши следующие действия не будут повторять ошибки. В этом смысл. Как определить свою карму? Или адхарму, видимо. Ну, есть несколько путей. Во-первых, нужно изучить. Этого иногда достаточно. Второй вариант – интуитивно. Особенно ценное время на рассвете. Месяц-два посидите на рассвете с этим вопросом, вы осознаете, скорее всего, свою дхарму. Если же нет, тогда нужно идти к астрологу, к джьотиш-астрологу, не путать с западной астрологией, потому что западная астрология, она очень замечательная, там характер, профессия, но это же не то. Здесь внутренний мир. Здравствуйте, как считаете, Краснодарский край на юге России выйдет из состава России? Чтобы ответить окончательно и точно, нужно смотреть карту этого края. Но то, что он будет на грани выхода, это точно, потому что мы знаем, что на уровне такой самостоятельности будет Абхазия, Грузия, также будет Чечня, да, Ичкерия. То есть, видимо, это же все один регион, и, возможно, похожие будут очень такие тенденции и там тоже. Но чтобы точно ответить, нужно смотреть, конечно, карту. Это невозможно сделать интуитивно. Ну, возможно, но не для меня. Мне нужна наука, карта. Тогда ответ будет точным. Хорошо. Аллах, огромная благодарность за то, что делитесь знаниями и мудростью. Вы супер. Спасибо огромное. Вы тоже супер. Как вы относитесь к Садхгуру? Замечательный парень. Лукашенко постоянно меняет конституцию. Может ли ему помогать удерживать власть? Может, это ему помогает удерживать власть? Видимо, это вопрос. Ну, может быть. Скажите, я думаю, что ему помогает очень такой спокойный и все прощающий народ. Потому что белорусский народ, он чудесный. Но все равно, сколько веревочки не виться, она идет к концу. Если не ошибаюсь, смена периода идет у нас в апреле-мае 2023 года.
придет Меркурий, и, видимо, на этом история товарища закончится. Скажите, пожалуйста, с Израиля лучше уехать? Ну, вы знаете, это же ваша карта. Кому-то даже в тех обстоятельствах, которые там будут, будет хорошо. А если вы человек очень чувствительный, то, видимо, да, потому что там будет очень серьезное напряжение. Оно будет расти, и такое будет звенящее. Как вы считаете, то, что сейчас в Украине происходит, связано ли с насилием, с насильным введением христианства? Конечно, потому что введение христианства имело конкретную цель – уничтожение знания, что и произошло. Спасибо, присоединяйтесь. Потому что это не христианство введено, это псевдохристианство. Вы же понимаете, что ну как может Ветхий Завет появиться в христианстве в настоящем? Это же нонсенс, это противоположная совершенно энергия, противоположные совершенно тексты. Откуда они там? То есть явная подмена. Но это мое личное мнение, вы можете высказать свое. Спасибо, присоединяюсь к просьбе сделать прогноз о Беларуси. Да, говорили, здравствуйте, голосую за прогноз по Дальнему Востоку. Дальний Восток редкий друг у нас там кто-то голосовал, но там буквально 1%. Пожалуйста, голосуйте по ссылке голосования. Я задавала вам вопрос по эвакуации не принудительной, а в принципе вообще на юге России. Благодарю за ответ. Да, конечно, люди будут уезжать оттуда, несомненно. Там будет очень большое напряжение. Уже давно планирую переезд из Израиля в Германию в 23-м. Это правильное решение? Смотря кто вы по духу. Германия очень такая жесткая, закрытая страна, и там очень сложно свободолюбивым людям. Знаете, выбирайте страну, которая подходит вам по духу. Ссылку про то, где вы рассказываете о том, как пришли к духовному развитию и кем были до. Я попробую сообразить, о чем идет речь, и найти эту ссылку. Хорошо. Добрый день. Есть теория, согласно которой Земля – живой организм, и каждая страна выполняет функцию определенного органа. В этом организме, с точки зрения ведических знаний, это верно. Во-первых, это два отдельных момента. Земля – живой организм. Но каждая страна определенную функцию выполняет не как часть живого организма Земли, а как часть человечества. Для человечества, да, это правильно, но это не Земля. Потому что мы не Земля. Мы сегодня есть, завтра нет. Земля будет очень долго. Благодарю душевно за внимание и уважение к своим зрителям. Дякую, Аллах, благодарю вас. Так, опять у нас тут много вопросов. Я уже думал, все. Ага, конечно. Здравствуйте. Сейчас в Украине очень много предателей. Какое наказание они себе готовят? Ну, вопрос. Это личное. Это в каждом случае самостоятельное решение. Ничего себе, обычный человек, только глыба может отречься от привычного уклада жизни. Вы уникальны. Спасибо, конечно. Дорогой Аллах, Ниранжан, а какая именно ситуация планет говорит о том, что белую расу хотят уничтожить, и кто именно так хочет нас, белых, уничтожить? Я не говорю о планетах, я говорю просто от того, что наблюдаю в мире. Просто если вы проанализируете, смотрите, Россия, население уменьшается и деградирует, все останавливается. Дальше, Америка. Что у нас в Америке? Заменяется полностью, новая цивилизация там происходит, старая загибается, это так. Европа то же самое загибается. Это не то, что там планеты говорят, это говорит то, что мы видим перед собой. А планеты говорят о том, что мы находимся на грани, и с 12 по 48 год это период таких трансформаций больших, потому что астрология, то есть астрологически, астрономически мы уже вышли в следующую эпоху, но наш разум еще опаздывает. А с точки зрения, что именно как планеты, вы можете посмотреть, что было в 2012 году. Мы пересекли эклиптику. Ну, я сейчас не могу это подробно рассказывать, но мы вышли в другую плоскость. Задумайтесь. То есть у нас есть новая Солнечная система, она в движении. Она приближается и удаляется от центра. Сейчас мы вышли из тени и перешли в другую плоскость. Это другая эпоха. Так, в Украине готовится новая экономическая модель, которая будет представлена всему миру в 23-м. В ее основе лежит обеспеченные цифровые активы. Можно ли в личном сообщении отправить информацию? Можно, конечно, пишите. Вы можете через админа написать. Вы можете написать в нашем телеграм-канале. Да, там тоже можно написать непосредственно автору. Так, Подобайка из Донецка. Спасибо. Правы, конечно, про Донбасс. Правы, конечно. Потому что я наблюдаю со стороны. У нас десятки детей из Донбасса. И я вижу, как убивают их родителей.
буквально 3 месяца назад. Уже казалось бы, все, там уже нет, все равно убивают, свои убивают, стреляют всех несогласных. Это насилие, это концлагерь. Так. Вы часто улыбаетесь, это характер или результат глубокого познания жизни? Я не знаю, это папа у меня такой хороший. Да, вы правы, за 8 лет в Луганской области Россия закрыла 41 шахту. Это понятно. Здравия, лак. Мистатернг. Я такого не знаю, но интересное название. Дякую, вы даруете позитив. Спасибо. Как относится к вайшнавам из России, которые радуются геноциду их духовных братьев? Ну какие же это вайшнавы? Это просто, как это... Ну, много волков бывает в овечьих шкурах. Что тут? Это не привыкать нам, да? Хорошо. Запоріжжя, з вами дякую. Спасибо. Я чувствую, что моя дхарма, забота о детях и семье своей. Но вот вопрос, я не могу найти работу. Прям плохо мне, когда хочу работать. Правильно, я иду по своему пути, по сути, не зарабатывая. Ну, девушка не обязана зарабатывать, если ваш мальчик... Понимаете, девушка и не должна зарабатывать, потому что девушка, даря свою радость, свое состояние счастья мужчине, наполняет его настолько, что мужчина может покорить весь мир. И это главное, если вы говорите о семье. Но бывают девушки с таким характером, что им нужна реализация. И если это ваш действительно характер, то, конечно, нужно что-то делать. Но простую вещь просто нужно помнить, что если вы работаете, и это вас не обесточивает, то есть не ослабляет, а вы там сияете, вам это приятно, тогда это действительно для девушки возможно. Но если вы приходите на работу, и вам тяжело, вы преодолеваете себя, то так работать девушке нельзя, потому что вы бессильны, ничего не сможете дать семье, а семья все-таки важна для девушки, понимаете? Так... Скажите, пожалуйста, ведь уже началось золотое вкрапление в век Кали-юги, и значит, те цели цивилизации, о которых вы говорили, имеют большие шансы на воплощение? Да, это просто растянется где-то, видимо, до 48 года, вот с такими вот тяжелыми, серьезными потрясениями, и во многом это будет зависеть от того, когда появится наставник. Если сейчас Украина сможет стать наставником, а для этого в 24 году ей мало победить, ей нужно в 24-м переделать Конституцию. В 24-м не только переделать Конституцию, нужно принять новое законодательство технократическое, которое будет защищать личность на уровне и от сетей, защищать безопасность, защищать ее право на самоопределение. Тогда будет все хорошо. А если нет, тогда будем ждать следующего наставника. Видимо, через лет 10. Так, в 1954 году украинская Кубань была обменена на Крым с РФСР. Ну хорошо. Не хотите вы выступить у Фейгина? Не звал. Я открыт. Гомеопаты Индии считают, что люди с другим мировоззрением к отношению между людьми и семьей – это определенная ментальная болезнь, миазмы, и это легко лечить, как и сверхревность, глубокая депрессия. Ну, вы знаете, если не ошибаюсь, и западные психологи так всегда считали, а потом в 60-х, если не ошибаюсь, путем подмены голосования вдруг искусственно психологи решили, причем меньшая их часть, которых никто не знает, решили, что это норма. И с этого все началось. В 60-х или в 70-х это было такое конкретное действие против цивилизации. Ну, мы не в Штатах находимся, но было бы интересно увидеть расследование по этому пути и кто именно стоял за этим, потому что это было конкретное антицивилизационное действие. Это явно действовали демоны. Демоны, я еще раз повторяю, это нечто, не нечто такое сюрреализма. Нет, это практический термин, который говорит о людях, которые не чувствуют свою совесть. Так. Огромная благодарность за спокойствие, которым вы делитесь. Побеждать зло добром. Вот что объединяет все 28 конфессий области, где я живу. Чудесно. Здравия, лак. Место Тернополь. Дивиться вас. 2 роки, як у віддах. Відрікся від християнства, трохи не моє. Віди, здається, те, що я шукав все життя. Благодарю, добра вам і здоров'я, а також вподобайка. Простите за мой украинский. И вам вподобайка. А у Фейгина было бы интересно, да? Не вопрос.
Будет так, как должно быть. Фейган, не Фейган, все равно Украина, мы надеемся на Украину. Так, гомеопат, так, это уже было. Добрый день, можно ли заказать вам составить мою натальную карту? Да, можно на сайт, проходите на сайт или запишитесь, или к админу, или чат-бот, Телеграм, там вообще просто. Добрый день, спасибо вам за вашу работу. Я украинка и живу в Турции. В прошлом эфире вы рассматривали эту страну. Скажите, возможно ли в следующем году военные действия на территории Турции? Нет, не было. Какие, по вашему пункту, нужно ввести в новое право защиты людей в электронном пространстве? Прежде всего, защиты на самоопределение и на возможность скрывать, то есть закрывать от других взглядов свой внутренний мир. Вот. И, естественно, не может иметь никакие общественные организации, никакое государство не может вас лишать права пользоваться вашими деньгами, что, скорее всего, и становится основой концлагеря, как это происходит в Китае. Так, Инна Лапкина, да, ага. Ветхий Завет, это не про Бога, а про отца народа Израиля. Это ведь так? Не знаю я насчет отца. Аллах, как вы относитесь к Таро? Спокойно отношусь. Дело не в Таро, дело в человеке, который это делает. Человек, который через свою интуицию получает какие-то знания, должен быть очень чист. Вот это главное. Так что будьте внимательны. Помогите, пожалуйста, голосуйте за Беларусь. Отличное предложение. Аллах, есть такой ведический астролог Байбастурите. Она из Риги. Говорит, что, скорее всего, Украина в таком виде существовать не будет, если будет существовать вообще, если к этому предпосылки. Вы знаете прогноз по Украине. Я вам говорил уже, что 24 год будет определяющий, когда Украина должна изменить Конституцию. В противном случае Украина, конечно, может опуститься в такую жесткую ситуацию. Будьте очень аккуратны. Вообще очень странно, что до сих пор не говорите о стране. Я не понимаю, какой страна, жизнь, ария. Ведь это в корне меняет реальность жителей России. Я не понял, не совсем понял, о чем вы. То, что для евреев победа и хорошо, совсем не значит, что это всем остальным хорошо. Согласен. Считаете ли вы господа Чайтанью истинным воплощением Бога и предсказом? Нет, конечно, где там есть Чайтанья. Чайтанья прекрасный, совершенно мастер высочайшего уровня, друг, добрый друг Валаба Ачарьи, но не нужно из него делать Бога. Это же чистая воды Майявади. Ну что же это такое? Ну, вообще, конечно, интересная история с господами. Благодарю вас за вашу информацию, светлую энергетику, с уважением с Израиля. Спасибо. Благодарю вас, уважаемый Аллах, за правду. Спасибо. А где вы обитаете в Индии? Да где попало? Мы тут путешествуем с юга на север, с севера на юг по всей Индии. Что ждет Казахстан? Это вопрос прогноза, нужно делать. Благодарю вас, спасибо Всевышнему за знания. Наша семья очень благодарна за ваши знания, которые распространяете. Спасибо большое. Мы голосуем за Беларусь. Спасибо. Уважаемый Аллах, правда ли, что в Индии счастливых людей намного больше, чем в западных странах? Чистая правда. Я поражаюсь этому, но вы можете встретить просто вот человек на улице, вроде бы нищий, счастливый, сияет. Это удивительно, да. Про Донбасс это очевидно для нас. Просто сейчас это непонятно тем, кто там в плену, в иллюзии, в реальном плену. Вам огромное спасибо за ваше служение. Вам, Тацат, спасибо. Добрый день, что вы думаете о Саи Бабе? Все, что говорят о нем, это правда или он обманщик? Спасибо. Почему он обманщик? Нет, просто хороший, настоящий мастер. Но опять же, Бога не нужно из него делать. Это же глупость. Это как вот то же самое, что с Чайтаньей Махапрабху. Не нужно. Ну, конечно, мы можем увидеть Бога в каждом из нас. Потому что действительно в каждом из нас есть параматма. Но если вы следуете ведическому знанию, вы не будете там искать Бога. Голосуем за Беларусь. Благодарю за вашу работу. Добрый день. Будет ли новая агрессия на Армению? Вы знаете, нужно смотреть 24 год. Мы смотрели только 23-й, но, по-моему, заканчивался 23-й хорошо, позитивно. Мои друзья-юристы говорят, что в Конституции Украины уже идут изменения. Ну что ж, я ответил на все вопросы. Дорогие друзья, я очень рад тому, что мы с вами пообщались. Я желаю вам счастья и увидимся в следующем нашем эфире. Будьте счастливы. Ом Намо Нараяна.